Привет, друзья! Сегодня я приготовлю очень вкусный, замечательный маковый торт. Как его приготовить? Для крема мне потребуется 500 грамм сметаны, 140 грамм сахара, 2 яйца, 1 пакетик ванильного сахара, 30 грамм кукурузного крахмала, 100 грамм темного или молочного шоколада. Для бисквита нам потребуется 150 грамм муки, 10 грамм кукурузного крахмала, 10 грамм разрыхлителя, 30 грамм мака, 4 яйца категории 1С, 120 грамм сахара и 20 грамм растительного масла. И, как всегда, хорошее настроение. Ну что, приступим готовить? Сначала работаю с сухими продуктами. К муке добавляю мак, также разрыхлитель и крахмал кукурузный. Я их смешала вместе. Всегда желательно для бисквитов сухие ингредиенты смешивать отдельно. В дежу миксера выливаю яйца и сахар всыпаю к яйцам. Буду взбивать примерно 7-8 минут. Выключаю на минимальный режим, выливаю растительное масло и буквально еще полминуты взобью на минимальных оборотах миксера. Тесто хорошо взбилось, достаю его, снимаю. Теперь несколько этапов добавляю сухие продукты. Аккуратненько лопаткой перемешиваю. Движение снизу вверх. Я долго не вымешиваю, чтобы не опали яйца взбитые уже. Они это могут. Когда я вымешиваю, я вот так вот как слегка потрушиваю лопаткой, чтобы распушить муку. Переливаю тесто в форму диаметром 18 сантиметров. Ставлю выпекаться до температуру 170 градусов, режим вверх-вниз без конвекции, примерно 35-40 минут. Для крема в сметану высыпаю весь сахар. Сразу же выливаю сюда яйца и кукурузный крахмал. И все хорошо перемешиваю. Перемешиваю и ставлю на небольшой огонь увариваться. Когда смесь закипит, я еще провариваю до загустения. Это примерно минутки 2 на небольшом огне. И снимаю с огня. Как только закипит и проварится крем, я в него добавляю 100 грамм молочного шоколада. Вместо молочного можно добавить горький шоколад. Размешиваю венчиком. Дам немножко крему остыть и буду собирать торт.
Приятный шоколадный, светло-шоколадный оттенок у торта получается. Бисквит у меня испекся, выпекался он 40 минут. Посмотрите, какой он пышный, воздушный получился. Я его завернула в пищевую пленку, он отлежался в холодильнике 2 часа. Сейчас я его достану с пищевой пленки и разрежу на 3 коржа. У меня получилось 3 таких красивых ровных коржа. Практически ничего я не срезала. Очень ровный, красивый бисквит. Смотрите. Он очень влажный сам по себе. В принципе, его можно и не пропитывать. Я лишь пропитаю края. Корочка немножечко жестковатая. Я пропитаю только края тортика. Наношу крем немножко для стабильности. Выкладываю первый корж. Торт собирать я буду в кольце. Этот торт можно не пропитывать. Пропитывать я буду самую малость. Слегка прохожусь по краю. Теперь выкладываю крем. Отправляю в холодильник на 5-6 часов. Сверху украшаю какао. У меня прошла ночь, тортик хорошо настоялся. Сейчас я прохожусь ножом по краям формы, чтобы отделить. Можно работать ацетатной пленкой, но я ее, честно говоря, не люблю. Она постоянно закручивается, она мнется. Мне неудобно с ней работать. Сколько я с ней уже намучилась, поэтому я решила делать просто. Вот так, прохожусь ножом по краям и снимаю. Посмотрите, какой красивый, красивый, хороший тортик у нас получился. Остатками крема промазываю бока торта. Крошкой от бисквита посыпаю бока торта.